Битва в 1000 пилотов и вверх в 500 000 рублей, политика альянсов на карте, новая глобальная война, павшие альянсы и другие истории в сегодняшнем видео. С вами Грач, крутая анимация, погнали! Началом конфликта послужил договор между SCG с Void о мирном разделе Детарит. Однако война SCG снова вынуждает СГК вступить в Генфет в качестве субальянса. Лидер Генфета отдает территории региона Детарит Альянсу ОГ. Но спустя пару месяцев сама Федерация Genesis прекращает существовать. На ее осколках китайские коллективы объединяются в АОА. После распада Федерации Genesis и постоянных войн новый альянс был ослаблен и сфокусировался на экономику и развитие. Для расширения земель требовался новый регион. Внезапно АОА узнает, что на дружескую корпорацию RMB направлен флот для уничтожения их цитадели. Для защиты корпораций АОА вводит флот. Так, по мнению китайцев, началась великая финальная горячая стадия конфликта. Но если посмотреть со стороны ОГ, АОА регулярно атаковали системы ОГ еще за месяц до горячей стадии конфликта. Несмотря на дружбу в течение года между альянсом ОГ и корпорацией RMB, последние предоставляли свои цитадели для роумов. Также, по мнению Сэдмана, получена информация, что RMB финансировали АОА. Именно поэтому ОГ приняли решение о сносе RMB. Следует также учитывать, что после передачи территории Genesis не успел разобрать свои цитадели, чем и занимались ОГ на территории Детарит по просьбе лидера Генфет. Битва за цитадель корпорации RMB стала началом горячей фазы войны. К началу таймера оба флота встретились в системе DG-K9, где завязался равный бой, в котором АОА смогли одержать верх, разгромив флот противника и сохранив большинство кораблей. Руководство ОГ и Void понимают угрозу не только в сохранении RMB под боком, а еще и возможностью потерять Детарит, который АОА может использовать как плацдарм для будущих атак. Поэтому нанимается самый большой альянс наемников – No Please Stop. Таким образом, ОГ, Void и НО совершают постоянные роумы, осужая китайский SRP-фонд, срывают АОА все попытки укрепиться в Детарит, снеся им цитадели и как кульминация – захват цитадели в Теннер. На защиту системы китайскому коллективу удалось собрать примерно 450 пилотов, в то время как ОГ, Void и НО ориентировочно 650. Несмотря на это, АОА решили дать бой. Находясь возле врат в ожидании врага, АОА сбрасывает контейнеры, чтобы замедлить противника. Впоследствии такую тактику осуждают, ведь по мнению многих руководителей это эксплойт механики. Однако, лидер АОА объясняет это тем, что эта механика из Большой Евы и является стандартным для ведения войны. В ходе перегруза локала многие пилоты ловят Аврию Малевича. Флот АОА терпит поражение, в котором ориентировочно было взорвано кораблей примерно на 150 миллиардов исок. По мнению ОГ, причиной поражения АОА является их тактика с контейнерами. Но лидер китайского коллектива считает, что дело не так в контейнерах, как в численном перевесе. Понимая свое преимущество по флотам и несмотря на отличную возможность продолжить уничтожать цитадели АОА, ОГ не занимается уничтожением китайских цитаделей, а проводит переговоры, по результатам которых АОА не претендует на Детарит. Также подписывается мирный договор. В ходе войны победители сообщают о нанесении в 16 триллионов исок, но лидер альянса АОА прокомментировал это так. Урон, нанесенный ОГ, не считался. Для тех, кому интересно серьезно углубиться в события, лидер ОГ написал свою полную версию происходящего. Я рассказал лишь о верхушке айсберга. Обычно ММО, вложив большую сумму денег, ты чувствуешь себя королем. Но во вселенной и в Эхо приобретение капитального сверхдорогого корабля, хоть и позволяет владельцу больше получать прибыли и быть куда весомее в бою, имеет маленькое исключение. Если тебя взорвали, ты теряешь капитал навсегда. Совсем. Ведь даже возвращение по страховке обойдется куда дороже. Если уничтожение одного капитала вызывает бурные обсуждения в чатах, то Флитком Нокс со своим подразделением смог организовать ловушку и один из самых дорогих пиксельных фейерверков в Эдеме. Все просто. Хорошо организованный кемп против Тиа привел к большой капитальной зарубе, в которой Тиа потеряли 14 дредов и 1 кар, а Редк и Бот 5 потеряли 1 кар и 5 дредов. Таким образом, взорвалось больше 20 капитальных шипов за один бой, не считая вспомогательный флот. Также, как сообщает Нокс, к Тиа направлялся помощь от Буб, Fear и TSC, но была перехвачена по пути. Если покупать все эти корабли за реальные деньги, то путем конвертации мы увидим сумму в 500 000 рублей, либо $9000, что весьма немало для мобильного проекта. Новый альянс Exodus после краха Genesis был немногочислен, поэтому принял решение о распродаже своих цитаделей. Почти все циты купил альянс BRRR, кроме форпоста в системе Ваки, расположенный в регионе Северной Эзотерия. Все бы ничего, но в 4 утра руководству Exodus пришло сообщение о том, что флот Red снимает цитадели и энергетическую защиту. Вопрос дипломатии вошел в тупик, ведь Red ссылались на то, что этот форпост угрожал их безопасности. К моменту структурной защиты Exodus сформировал и спрятал флоту свои цитадели, однако сил со стороны Red не наблюдалось. После регенерации защитного поля теперь Exodus влетел на территорию Red и начал снимать цитаделям щиты, а также зафармил особую аномалию. Все это спровоцировало новый ранг переговоров, в который на этот раз вмешался альянс BRRR. Итогом переговоров стала выплата Exodus 5 миллиардов исок, а затем Red и вовсе выкупили цитадель. Также добавлю, что после выкупа альянса Red взорвали уже свою злополучную цитадель. На завершение
В эпоху войн и местных стычек часто не хватает вот совсем немного пилотов. Альянс Exodus берет на себя PvP-контракты, в том числе на защиту Цитадели. Так, ППК на 70 миллиардов против Red Machine выполнили за 2 дня, а также успешно участвовали в 2 защитах контрактных Цитаделей. Визитная карточка Альянса будет в описании. Sky News решили развивать то, что у них хорошо получается, а именно майнинг и производство. Благодаря дипломатии с корпорацией VLT и Альянсом RM создается новый проект UTC United Trade Coalition, целью которого является тот самый майнинг, производство и торговля. Установили цитадель в регионе Дельф, считай это нейтральной территорией, для тех, кто не знает. При установке цитадель не обладает защитным щитом и броней, поэтому спустя 24 часа после установки с первого раза можно разрушить строение. Альянс Ковс увидели, что в их регионе без согласования строится цита. Чтобы это не допустить, к ночному вылету готовятся флоты, где переговоры провалились, ведь Ковс считают Дельф своей зоной влияния, с чем не согласны VLT и RM. На защиту Ньюс в срочном порядке Red Machine и VLT сформировали до 50 кораблей, оснащенных в Бравл. Им противостояла сотня преимущественно лонговых шипов. Спустя 5 минут с гиперпространства прилетели дредноуты VLT и RM, начав быстро перемалывать флот наступающий. Бой был напряженный, защитники, потеряв логистов, стремительно теряли количество кораблей, а в критический момент и дредам пришлось покинуть бой. Правда, один так и остался. Цитадель была разрушена, но не планы по развитию UTC. Спустя 3 недели Sky News поселились в Квариусе, вблизи VLT. И если вас интересует производство и торговля на корпоративном и альянсовом уровне, рекомендую обратиться к Sky News, ссылка в описании. ВГ совершили ребрендинг логотипа Альянса. Федерация Silent получила по завершению войны свободные территории у своих границ. Вместо привычного для EVE эхо захвата земель, Silent разместили объявление, в котором приглашают новые альянсы для проживания на территории Port-Blind, в свою очередь гарантируя политику нулевого вмешательства. С времени публикации поста прошло много месяцев. Для тех, кто сомневается или не знал, заявление остается в силе. БУП живут на севере Фонтана, и этот год для Альянса стал очень насыщенный. Ведь с начала года защищались от Red и МИФ, затем от НО, после от РМ, ВЛТ и ВГ, а в конце февраля, как сообщает Шом Рим, и вовсе против Red, МИФ, ТФ, ЮФ, РМ, ВЛТ, ВГ, Вульф. Сейчас периодически отбивается то от Red, то от МИФ. И как стало известно, Альянс No Please Stop получил новый заказ на БУП. Несмотря на это, Альянс развивается и растет численно. Если думаешь вернуться в игру и сразу влиться в контент, БУП отличный вариант. Контакты Альянса в описании. Альянс Red Scorpion успешно выполнил ППК-контракт против Тиран Federation. За время выполнения контракта против Silent удалось захватить пару постов Альянса UF, которые переселялись из Фейда в Бринч. Некоторое время пожив в Импе и накопив импланты, заехали в Фонтан без контракта, где ради контента роумили Red, МИФ и БУП. Сейчас выезжают из Фонтана и планируют поучаствовать в новой войне. Red Scorpion выступает против выбивания из игры альянсов. Также на своем сервере проводят вылеты в формате открытого флота. Пару месяцев назад между UF и RM произошло локальное столкновение. Затем Альянс NEC разместил 2 цитадели в зоне влияния RM. В поддержку RM выступил Альянс Exodus. После интоза 2 цит Альянса NEC конфликт угас. Также Альянс RM на фоне летнего низкого актива провел полный ребрендинг. Таким образом, в Эдеме возник новый альянс Yes, Please Continue. За все мое время, которое провел в EVE Эхо, не припомню столь креативного объявления войны, который продемонстрировал Альянс НО, объявив структурную войну Альянсу Void. Основной причиной стало то, что Void не нанимал наемников из НО. Также No Please Stop заверили, что война не на уничтожение, но тем не менее надеется на достойное сопротивление. К этой войне уже присоединились BRRR и Yes, Please Continue на стороне НО. Сейчас происходят боевые действия. Полный сюжет конфликта обещаю в следующем новостном ролике. Федерация Genesis существовала со старта игры. Ее постепенное развитие и расширение территорий дало о себе знать даже после распада. Ведь даже на осколках империи формируются влиятельные силы. Так в регионе Омист, Фейтблиз и Тенефис возник новый китайский альянс АОА. Фундаментом послужил бывший СГК. Много пилотов по секрах Genesis потеряли домашние системы, вследствие чего возникало желание покинуть Эдем. Чтобы не допустить массовый отток, корпорации вышли из войны и заключили новый союз с Северной Эзотерией. Так возник альянс Редх. Почти весь Фейтблиз и большую часть Paragon Soul занял новый альянс BRRR. Возник из корпораций, которые были не согласны с решением руководства, также тех, кого не устраивала концентрация власти в одних руках. Треть Омиста занял Exodus, альянс, основой которого составило русскоязычное ПВП-крыло Genesis. Многим пилотам интересно узнать, как сейчас дела у лидера бывшей федерации Genesis. Мамозаурус Рекс продолжает играть как в EVE Эхо, так и другие игры со своими хорошими друзьями, но больше массовым контентом для игроков заниматься не будет. В этом году помимо Genesis ушли в историю еще 3 альянса: Blab, TT68 и Тиран Federation.
ТТ-68 после переезда в Теннефис быстро подняли 5 станок. Первое время создавали для себя и испанцев PvP-контент, но далее война приобрела структурный характер, обе стороны сносили щиты и армор. На защите своей цитадели флот Испанской Инквизиции одолел ТТ-68 без серьезных потерь. Затем следовала атака испанцев. В битве за систему HVQR Инквизиции удалось уничтожить весь флот ТТ-68, но с потерями в половину своего флота. Пока испанцы готовились к следующим цитаделям, ТТ-68 объявили о прекращении войны, после чего последовал развал Альянса. Все цитадели, кроме одной, по просьбе живущих мирных там майнеров, были сожжены. Так ТТ-68 ушел в историю. На территории Блаб возгорался конфликт. ПВП крыло Hell на фоне конфликта с руководством объявило о независимости, создав альянс Fear. Но чтоб не привести конфликт к войне на выживание, вопрос решили дипломатично. Ведь если в ММО работает правило «пока ты спишь, враг качается», то в EVE Echo война откатывает прогресс на много месяцев назад, тем более в эру гонки вооружения, но об этом позже. Тем не менее оставался вопрос форпостов, а именно, получалось так, что часть форпостов Hell находилась на территории Блаб, куда платились налоги, и наоборот, но происходили задержки выплаты до 3 месяцев. Это спровоцировало новый альянс Fear поставить ультиматум на обоюдное снятие форпостов. Блапов не устроило. Это привело к конфликту в горячую стадию. Намечалась решающая битва, ведь Fear попытались уничтожить цитадель. В ответ Блап выдвинули флот навстречу, чтобы не допустить битву в системе со своей цитаделью на структуре. В системе BXVEX начался затяжной бой. По итогу флот Блап был полностью разгромлен, но цель выполнена. Ведь цитадель успела возобновить щиты. Как сообщает участник альянса Блап, после битвы мы уснули Блапами, проснулись без альянса. Так ушел в историю Блап. Пал Альянс, Тиран Федерейшн. Однозначно известен один факт. Федерация Silent объявила войну, затем исчез Тиран Федерейшн. К сожалению, получить официальный комментарий от Silent не удалось. Бывшие руководители корпораций, которые состояли в Тиран Федерейшн, сообщают, что Тиран Федерейшн отказались принимать ультиматум по исключению корпорации LGND из Альянса. О культуре. Помимо войн и грабежей, игроки находят особые способы развлечь себя. Так, Альянс Бубс в выходные провели очередную игру «Что, где, когда». Увлекательные вопросы с активным чатом против знатоков. А коллектив СОК по полной РПшит лоровскую корпорацию в игре. Мне больше всего понравилось оформление их дискорд-сервера, где можно комфортно ознакомиться с лором игры. Желающим углубиться в историю Эдема рекомендую. Часть новостей была взята из дискорд-сервера Yes Please Continue. Желающим ознакомиться с большим количеством новостей, а главное оперативными, рекомендую посетить сервер. Несмотря на пессимистичные прогнозы, EVE Echo развивается. В Империи образуются новые перспективные корпорации, а некоторые, как к примеру Geek, после долгого пребывания в Империи вновь возвращаются в минуса. Игра собирает битвы в 1000 пилотов без глобальных войн. Возникает контент для тех, кто имеет большие кошельки. Поэтому, несмотря на то, что игре 2 года, не бойтесь начинать играть. Знаю пилота, который спустя год игры развился с нуля до мини-капитального флота. И вы так можете. Обещанный розыгрыш мочалки. Просьба победителю написать в течение суток. В ином случае переразыграю в режиме стрима. Ну а теперь мне есть что сказать. Я устал, босс. На развитие канала и популяризации игры влияет каждый ваш лайк и комментарий. Это будет лучшая благодарность. С вами был Грач. Всем Хотя стоп. Последняя новость. Жил-был пес. Его Рыжик звали. Ему было 40 лет. И он был рыжим псом. Так вот однажды...